В открытой базе Росстандарта появилось одобрение типа транспортного средства на новый Kia Sportage пятой генерации. В России Sportage, так же как и родственный Tucson, будет предложен в версии с длинной колесной базой и с такой же моторной гаммой. Это два атмосферника объемом 2 и 2,5 литра. Как и прежде для нашего рынка, модель будут производить локально. Одобрение типа транспортного средства вступило в силу с 10 декабря, но пока Sportage сертифицировали только с бензиновыми атмосферными моторами. Четырехцилиндровый G4 NL 2 литра 150 лошадиных сил 192 Нм с распределенным впрыском и G4 Cayenne 2,5 литра 190 лошадиных сил 242 Нм с комбинированным впрыском. Оба мотора способны работать на 92-м бензине. Базовому двигателю положена шестиступенчатая механика или автомат. С таким двигателем Sportage может оснащаться как передним, так и полным приводом. Старший двигатель сочетается только с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и исключительно полным приводом. Исходя из документов, можно сделать вывод, что турбомоторы новому Kia Sportage калининградской сборки пока не положены. Да и вряд ли они появятся, ведь у нас предыдущий Sportage лишился дизельной версии из-за низкого спроса. В других странах у пятого Kia Sportage есть и гибридные версии, однако нам они вряд ли будут положены. В России будет продаваться вариант с длинным кузовом, как в США и Южной Корее, но салон только пятиместный. Длина кроссовера составляет 4660 мм, ширина 1865 мм, высота 1660 мм, а колесная база 2755 мм. У длиннобазного Sportage есть дополнительные окошки в задних стойках, в отличие от короткого SUV, который предназначен для европейских покупателей. Кстати, про него я уже рассказывал в отдельном видео. Кому интересно, ссылку оставлю в правом верхнем углу и в конце этого ролика. Таким образом, после смены поколений колесная база кроссовера увеличилась на 85 мм, а длина на 175 мм. Еще стоит отметить, что для нового Sportage предусмотрено 3 варианта высоты кузова и 2 варианта колеи. Это означает, что в России могут привезти аналог внедорожной версии X-Pro. Он отличается более внушительными бамперами и полноценными рейлингами на крыше. Из оборудования в одобрении типа транспортного средства указаны лишь климат-контроль, аэроглонасс и система мониторинга контроля давления в шинах. Но, скорее всего, российский Sportage не будет сильно уступать по оснащению вариантам, предназначенным для других рынков. В арсенале глобальной модели есть светодиодная оптика, виртуальная приборка, мультимедийная система с большим экраном, адаптивный круиз-контроль, адаптивная подвеска с электронно управляемыми амортизаторами и множество электронных помощников. В российском офисе Kia уже сообщили, что у нас старт продаж намечен на первую половину следующего года. И нет сомнений, что новинка серьезно подорожает, так как со сменой поколений Hyundai Tucson с аналогичными агрегатами стал дороже на 10-20%. Напомню, что сейчас базовый Kia Sportage стоит минимум 1 964 900 рублей, а топ-версия обойдется в 2 745 000 рублей, без учета наценки дилеров и дополнительного оборудования. Какой из кроссоверов вам больше нравится? Hyundai Tucson или Kia Sportage? Поделитесь своим мнением в комментариях. Также не забывайте подписываться на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и быть в курсе последних событий автоиндустрии.